Всем привет! Вчера я получила 3 саженца от Агромаркета. Один саженец киви, вот такой. И 2 малиновых дерева. Упаковка, конечно, была очень хорошая. Саженцы были вот в такой болтушечке из опилок. И что-то, видно, в них добавлено, потому что какая-то химия. Но развернув саженцы, я немножечко огорчилась. Это саженец киви, корни не очень. И я так поняла, что это не черенкованное киви, а выращенное семян, потому что нет черенка. Черенка, который должен был прорасти и пустить молодую поросль. В общем, я не знаю, что будет из этого киви, но сегодня буду его высаживать. Покажу вам, как я это делаю. И буду наблюдать за этим саженцем. Малиновое дерево меня разочаровало очень. Смотрела на их сайте. Эти деревья, они почти по 2 метра ростом. Ну, 1,80 м, 1,50 м, это точно. Мне прислали вот такие черенки сантиметров 30. По всему периметру есть почки, хотя в нижней части саженца почек не должно быть, только в верхней. Ну и, конечно же, корневая система. У этого саженца еще более-менее. У этого, смотрите, это не корень, это просто волосинки какие-то. Но, тем не менее, раз я их получила, я их буду высаживать и буду за ними наблюдать. Итак, приступим. Первое, что я буду высаживать, это я буду высаживать киви. Я уже выкопала вот такую по ширине сантиметров 30-40, сантиметров на 50. На дно ямки нужен обязательно дренаж. Дренаж может быть из толченых камушков или толченого кирпича, просто камушки, или дренаж, купленный в магазине. У меня дренаж будет уголь. Почему я так решила? Это природный материал. Он будет давать дополнительное питание киви и будет работать как сорбент в почве. Кладу в лунку дренаж. Сверху присыпаю дренаж грунтом. Немножко золы. Немножко удобрения аминофоски. Сверху опять грунтом. Ямку я выкопала слишком глубокую, поэтому подсыпать делать посерединке лунки холмик. Уже подсыпала грунт. И сверху саженец я буду присыпать грунтом, который смиксовала сама. Это садовая земля и песок для рыхлости, чтобы грунт был рыхлый, не тяжелый. Расправляю корешки, чтобы они хорошо легли на почву, и начинаю присыпать грунтом, утрамбовывать землю вокруг саженца не нужно. Вот так присыпали и полностью засыпаем ямку. Саженцы сажайте возле опоры, потому что это лиана, и ей нужна опора, по которой это растение будет виться. Вот так присыпали саженец. Проливаю водичкой.
примерно около ведра воды. Водичка впиталась. И сверху просыпаю слоем мульчи примерно сантиметра 3. Это обычные опилки. И, конечно же, не забывайте подкармливать удобрениями в период роста азот, фосфор. Я где-то через недельку пролью удобрением обязательно. И прикрываю свой росточек вот такой конструкцией. Так, как бы, чтобы цветы не подавить. Зачем я это делаю? Молодые росточки киви очень любят кошки. И они их объедают. Поэтому, чтобы оградить от кошек, я прикрыла вот такой сеткой. И сейчас дни теплые, ночи прохладные, еще бывает +1, +2 градуса. Я, конечно же, на ночь буду прикрывать каким-нибудь одеялом, чтобы растение не замерзло, так как это очень теплолюбивое растение. В процессе роста киви я буду снимать видео, показывать вам, как оно развивается, как растет. И не прислали ли мне мужское растение. В общем, по цветочкам будем смотреть вместе с вами. И сейчас я пойду высаживать малиновые деревья. Подготовила я уже лунки для малинового дерева. Лунки не очень большие, сантиметров 30 на 30 на 30. Примерно так. Просыпаю золой. Сверху слой почвы. Все перемешиваю. После того, как я получила эти саженцы, я их, так как корневая у них не очень хорошая, вот смотрите какая, я их поставила на всю ночь в водичку. И за час до посадки развела в воде биоглобин. И часик они у меня еще постояли в такой болтушечке. Так. Дальше немножко просыплю аминофоской. Опять же слой грунта. Перемешиваю. Так. Еще грунта нужно добавить, так как малина не любит, когда заглублена корневая шейка. Допустимо заглубление корневой шейки всего на сантиметр. Подсыпаю бугорочек, ставлю на этот бугорочек. Корневая шейка — это где начинают расходиться корни. Выше сантиметра корневой шейки заглублять не нужно. Вот примерно вот допустимо вот такое заглубление. И присыпаю грунтом верхнего слоя почвы. Он более питательный, чем нижний слой. И по окружности полностью засыпаю. Немножечко придавила для фиксации.
Следующее малиновое дерево. Так, еще подсыпать грунт. Вот примерно так. И вокруг зафиксировать. И уже потом засыпаем всю лунку. В общем, не знаю я, что получится из этих деревьев. Ну, будем наблюдать. Проливаю водичкой примерно пол-ведра на каждое растение. Здесь водичка уходит. Немножко надо сделать, чтобы вода не уходила. Вот. И посадили мои растения. Буду показывать вам их рост, развитие. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.